У нас сегодня, на мой взгляд, весьма приятный повод собраться вместе. Вы знаете, что уже несколько лет в Москве выходит общественно-политический, на мой взгляд, ставший уже популярным, журнал «Баку». Он уже имеет свою аудиторию, своих читателей. И вот буквально на днях в Лондоне вышел первый номер британской версии этого журнала. Это совершенно самостоятельное издание, его объединяет, насколько я понимаю, только главный редактор и название. Вот главный редактор и русской версии, и британской версии журнала «Баку» Лейла Алиева сегодня находится среди нас. Наверное, многие знают, что 4 года назад журнал «Баку» появился в России на русском языке, и этот журнал, в котором мы рассказывали о нашей стране, о нашей культуре, о нашей истории. И с тех пор у меня было очень сильное желание создать интернациональную версию этого журнала. И вот 4 октября совместно с издательским домом Кондé Наст мы создали журнал «Баку» на английском языке. И теперь этот журнал будет не только в Москве и Баку, но и в Лондоне, Париже, Берлине, Риме, Нью-Йорке и многих других городах. Наверное, здесь все уже знакомы с российской версией журнала. В нашем журнале мы рассказываем о богатой азербайджанской культуре, о древней истории, о удивительной природе. И самое главное, что мы рассказываем о людях, о выдающихся азербайджанских художниках, писателях, поэтах, но и просто о людях, просто о азербайджанцах, которые живут по всему миру, о бакинцах, о людях, кому интересно Баку, кто любит Баку и у кого есть свои истории. И я надеюсь, что английская версия журнала получилась не менее удачной, чем российская версия. Мы подошли к нему очень креативно. Здесь очень много искусства, моды и очень много интересных персонажей. Поэтому я надеюсь, что он будет успешным. Он будет выходить 4 раза в году. У меня в планах презентовать журнал по всему миру. Мы уже проводили презентацию журнала в Лондоне, потому что создавали его в Лондоне 4 октября. Завтра мы собираемся проводить презентацию журнала в Москве, в Доме арт-музея мультимедиа. И 17-го будем проводить его, 18 ноября будем проводить презентацию Баку. В дальнейших планах у нас Нью-Йорк, Берлин, Париж. Конечно же, важно его представить везде. Но что касается других языков, тут, наверное, мы пока не будем спешить, потому что для создания английской версии журнала у нас ушло 4 года. Если бы мы просто его переводили бы на язык, конечно, было бы легче, но это совсем новая концепция, совсем новый подход и совсем другая аудитория. Поэтому это очень долгие труды. Я не знала, какой аудитории будет интересен журнал «Баку», потому что, конечно же, в России, в Москве это все было намного легче. Поэтому англоязычная версия, она больше как бы связана с искусством, с художниками, с рисованием. В этом журнале у нас очень интересная есть статья о новом художнике, которого зовут мистер Brainwash. И в Лондоне очень многие им интересуются, и мы сделали специальный проект, что он специально нарисовал для нашего журнала. Вот эта картина он специально нарисовал для Баку. И в будущем мы планируем привлекать разных интересных, известных художников. Вот сейчас в Баку тоже поехал Рич Симмонс, он делает там проекты. И каждый журнал у нас будет связан с какой-то темой. Вот первый номер связан с темой огня, а следующий номер будет связан с темой белого цвета. И на каждый номер мы планируем находить 4 художников из Баку, которые будут специально для этого номера создавать какие-то проекты, арт-проекты современного искусства. Что касается фотографов, у нас очень талантливые фотографы, Том Крейг, фэшн-съемку у нас сделала Мэри Феллоус, и вообще я очень довольна командой, потому что они
сразу же поняли идею, и они одинаково мыслят, и очень креативно они подошли к этому всему. Но в этом журнале даже есть одна из моих своих работ, я сама иллюстрировала. Как я уже сказала, цель журнала, главная цель журнала, мне кажется, самая интересная наша тема — это рассказывать о людях. И вот вы меня спрашивали, что мне журнал дал. Это тоже потому, что я сама узнала очень много интересных бакинцев, азербайджанцев, которые проживают по всему миру. И мы именно находим таких людей, мы рассказываем о них в журнале. И, как я уже говорила, они не обязательно должны быть известны и популярны. Они могут быть самыми обычными людьми, но у которых есть какая-то своя история, которой они готовы поделиться. И я думаю, что именно этим журнал помогает объединять бакинцев и дает людям узнать друг о друге.